Что нужно, чтобы отправиться в интересное путешествие? Давайте подумаем вместе. Может быть, проснуться в хорошем настроении? Это мы умеем. Отлично. Теперь нужен крепкий кофе. Ну ладно, пусть будет полезный сок. И, конечно, нужно не забыть собрать с собой вещи в поездку. Еще один пункт, который почти выполнен. Хотя стоп, подождите-ка минутку. А куда мы едем? Отмотаем немножко назад. Еще немножко. Еще. Это мы. Куда И мы поедем? ищем место, куда отправиться. Давай выберем вместе. Ты куда бы хотел поехать? Может быть, на озеро Кома? Можно? Смотри, деревня. Беладжо. Вы там были уже, нет? Не помню, вроде нет. Мы едем. Мы правда сделаем это? Думаю, так бывало у каждого. Утром светит солнышко, а когда отправляешься в дорогу, начинают сгущаться тучи и начинает идти дождь. Есть зонтики. Да, у нас есть полно. 5 зонтов. И чем ближе мы подъезжали к пункту назначения, тем погода становилась хуже. Но в нас была надежда, что в ближайшие оставшиеся 10-15 километров погода таки изменится к лучшему. Вот посмотрите, мы сейчас на севере Италии, сверху Швейцария, не доезжая до нее около 40 километров. Вот мы где-то здесь и почти уже подъехали к озеру Кома. Вот оно, Кома. За окном виды становились все красивее и красивее, и, о чудо, как только мы стали спускаться с гор вниз к озеру, тучи потихоньку начали рассеиваться. Вообще путешествие – это одна из тех немногих вещей, что вызывает желание жить и в полной мере наслаждаться этой жизнью, открывать все новое и видеть то, что меняет привычный взгляд на многие вещи. Красиво так вот, если бы солнышко. Вот там смотри, паруса. Да, много парусов. Смотри, на одной, говорю, площади две церкви. Вот церковь. И вот церковь с колокольней, друг напротив друга. Вот как эта штука называется. Овидо Беллано. Вот тут кому нужен код. Ребят, зашел в туалет в ресторане, тут в баре местном. Ребят, кто знает, как этим пользоваться. Сверху зачем вот это все? Сверху. Но это, может, руки отсюда надо мыть, может, вот эту открыть. Ребят, ну все, разобрался, все получилось. Смотрите, вот здесь открываешь, вот так вот это все открывается. И вот здесь вода побежала сюда в раковину, руки моешь, себя задним моешь, всю кофту моешь. Классно, да? Решили посетить местную достопримечательность. Вход 5 евро с человека, и немного водопадов еще никому не мешало. 5 евро за один. Как Беллано. называется? Discoverin Беллано. Кто будет Discoverin Беллано? Сейчас заценим. Вон внизу место для пикника сразу. Не было бы так мокро. Приедем, здесь пикник сделаем. Но не получилось. К этому времени дождь полностью закончился, и мы смогли в полной мере оценить данный природный заповедник. Смотри, нифига там глубоко, да? Смотри, там этот водопад внизу. Видишь? Вода течет. Да нет, не страшно, вообще нет. Все проходы внутри заповедника сделаны вот на таких вот мостах, железных конструкциях. Выглядит достаточно надежно.
но очень высоко. Уровень шума тоже зашкаливает, поэтому докричаться друг до друга бывает порой очень сложно даже с расстояния нескольких метров. Внутри создается впечатление очень надежной конструкции, что все эти мосты надежно прикреплены к стене, но легкое опасение все равно всегда преследует. Ну и флаг, конечно, куда без него. А вот здесь тоже, смотри, внизу красиво. Прикольно. Рима, прикольно? Да, очень прикольно. Очень прикольно. Данное ущелье образовалось естественным путем около 15 миллионов лет назад. Ого, тут высота-то. Ого, тут высота-то. Все бурлит. А, вон она. Оттуда, смотри. Она оттуда вытекает и туда дальше, и сюда, и вниз. Кто-то кричит, или мне кажется. Кто-то кричит, да? Уху! А тут можно кричать, никто не услышит, кстати. А вон наверху там дети кричат. Да. Слушайте, а под полом-то ничего нету. Там прям дыра-дыра. Прям все. Напиши в комментариях, стал бы вон там вот жить, вот тот второй балкон справа, вот верхний. И вот тут так вот. Вышел покурить на балкон, а там вот так. Ну, как инфраструктура, все организовано очень даже хорошо. Наверху огороды. Прикинь, огород, если там. С водой, наверное, проблем нету здесь, да, в огороде? Ого! А вон там заявка на победу. А вот оно, где все начинается, которое внизу шумит. И тут уже все потише, вот туда вот все падает и начинается все бурление. А тут потише и все, видимо, вот оттуда с горы. Сетку натянули, чтобы камни не падали. Ну да, по голове камнем получить не очень интересно будет. Ну и самый крутой вид открывается прямо здесь. Не знаю, видно, не видно. На камеру, конечно, все не так, но вид очень крутой. Вот именно вот с этого места открывается. Горная речка. Все начинается вот оттуда. И снова итальянский флаг. И еще один, раз, два итальянских флага. А вот отсюда даже лучше вид издалека, чем близко, да? Смотрите по пещеры. Интересно, если туда заплыть на лодке или типа такого, там же прикольно внутри. Почему здесь никто? А, ну поплывешь, тебя может туда, да, снести вниз туда. Да я бы поплыл, я уже 100 раз так делал. Камни такие старые, все вот это, все очень старое. Но это же все природное, просто облагородили этими мостиками всякими. А так это же было давно-давно, просто сетка, да, недавно сделали мостики, железо, но окей, недавно. Все остальное, фонтан, водопад, все оно. Вид чем дальше, тем красивее, по-моему. Чем дальше отходишь, тем поприкольнее видно. Вот там мы сейчас только что шли, вот оттуда, вот по кругу, вот оттуда, и вот посюда, и туда. И вот эта вся инфраструктура. А, и вон тот балкон, на котором чей-то из вас.
Вот занырнуть бы, а. Ну, правда, сегодня погода такая, что не до заныряний. Ну, хотя 30 градусов. Перелезть через вот эту, потом открыть ту дверь, зайти туда, спуститься вниз и пройти по низу. И вот тогда вот по этому узенькому мостику и занырнуть вниз туда, в водопад. И с водопадом, вау, соскользнуть. Вниз туда соскользнуть и туда пролететь. И в море прямо. Ну, не в море, в озеро Комо. И в озеро Комо. О, вот здесь уже этажей. Вот нигде люди стоят, а до туда, если до воды считать, то тут этажей уже больше. 16. И конец. Вот такая неприметная дверь в стене. После такой красоты. Оп. И выходишь на улицу. На горе даже кладбище свое. Вон там вот это вот, не видно, не знаю, видно, нет, с крылышками стоит статуя. Это кладбище. То есть свой огород, свой балкон, свое кладбище и свой водопадик. Красота. А мы двигаемся дальше, в город, который называется Беладжо, здесь же на озере Комо. Расстояние, где-то около часа езды. Дождь больше не идет, но погода пасмурная. С другой стороны, это хорошо, потому что не так жарко. Виды открываются все красивее и красивее по мере приближения к воде. Вот такие вот вырубленные в скале тоннели средневековые встречаются практически за каждым поворотом. Озеро Комо, пожалуй, одно из самых излюбленных туристами со всего мира мест на севере Италии. Швейцарец хочет посмотреть виды. И вот спустя несколько километров извилистых серпентиновых поворотов облака практически рассеялись, и перед нами во всей красе предстала Варенна. Это туристическая деревня. Ура! Смогли найти парковку. Ну, почти смогли, пока все занято, но сейчас одна машина выйдет, другая заедет. Сразу. Артур, ты страдаешь? Да. Мы слышим все тут, что ты страдаешь. Здесь 2 евро час, там сколько? 1-1,5 евро час. Это было очень сложно, но в Паркеджо мы нашли место. Но это было очень нелегко. Прям очень сильно. Потому что все хотят сюда. Но вид чёткий. Ради такого вида стоило потерпеть. Столько этажей парковки узенькой. Рядом вот с таким поршиком, да? Дима, хочешь такой? Да, я тебе как-нибудь куплю. Какой это Порш, непонятно. Так выглядит центр с высоты птичьего полета. А это сам город, он расположен на небольшом вот таком вот выступе. Сверху также есть старинная крепость с очень старой стеной. Посетить также можно на корабле, приобретя 1, 2, 3 или больше остановок через весь озеро Комо. Также есть городской пляж, который сейчас под нами внизу. Друзья, это потрясающая по своей красоте местность, одна из лучших, которые я когда-либо видел. Коридор с ресторанами, с барами. Красота. Со спусками к воде, с уточкой. Ой, что это за чудовище? Как это называется? Напишите в комментариях, если кто знает. Сувенирный лавка. Как и в любом туристическом городе, количество лавочек с сувенирами ремесленников просто поражает. Но в данных конкретных лавочках мне понравилось, что товары достаточно качественные и выполнены действительно вручную ремесленниками именно в этом регионе. Настоящая рыба. Каждая 20 евро стоит.
За 20 евро, наверное. Сувениры из стекла, из дерева, из керамики, в общем, на любой вкус. Цены в среднем от 20 евро, даже за самые небольшие. Хотя это вообще 40. Керамика за 40 евро. Не знаю, я не специалист, мне кажется, что дорого. Я как турист, когда бываю в каком-то городе, конечно, пытаюсь покупить что-то на память, один из сувениров в каких-то таких подобных туристических лавочках, так как это классная память о путешествии, воплощенная в каком-то конкретном предмете, глядя на который ты сразу же возвращаешься в своих мыслях там, где тебе было хорошо. И каждое путешествие дает какой-то определенный опыт. Трудно сказать, чему на самом деле учат путешествия, но мы не можем отрицать тот факт, что они заряжают нас жизненной энергией и дают возможность двигаться дальше. Поэтому, друзья, старайтесь больше путешествовать, ведь, как говорил Марк Твен, только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. И киоск с мороженым джелатерия, конечно. В Италии мороженое джелато – это культ, поэтому джелатерии, мороженые киоски есть везде, особенно летом. Тебе нравится? Да. Вкусная? Ну как мороженое? Очень вкусно. Вкусно? Калибри, Саш. Это калибри? Да. Серьезно? Это калибри. Ну я слышал, что у них так сильно быстро крылышки двигаются, что аж не видно. Найдя нового друга в лице маленькой птички калибри и вдоволь налюбовавшись, как она обедает, ну, может быть, это был ужин, мы двинулись дальше. Калибри. Не, занялся. Городской пляж прямо позади меня. Можно покупаться. Можно арендовать лодку. Внизу цена типа 100 евро за несколько часов, часа за 3. Есть очень классные рестораны. Вот там вот, где мое ухо, где-то вот здесь. И вот это вот мороженое джелатерия. Их тут две, кстати, одна и вторая. Они абсолютно одинаковые. Можно сидеть на ступеньках. В хорошую погоду на ступеньки кладут еще такие типа подушечки, чтобы было классно сидеть. Еще не знаю, в чем тут прикол, но на соседней лавочке вот там вот лежит кошелек. Может, у кого-то выпало реально из кармана, а может быть прикол в том, что я слышал про такие разводы, что сейчас быстренько выбежит хозяин или кто-то еще, типа, предложит либо деньги поделить, ну там что-то будет развод, резаная бумага, там, или деньги из монополии, а ты ему отдашь настоящий, ну что-то такое. Эти приколы я видел, слышал в интернете, но вот я не знаю, это один из них или реально у кого-то из кармана выпал этот кошелек. Посидим, посмотрим, может быть, кто-то придет и возьмет его, посмотрим, что будет. Короче, это был реальный кошелек. Сейчас прибежали двое какие-то из откуда-то Нидерланды или типа Германия, ну какие-то такие, язык у них был такой какой-то, похож на немецкий. Испуганная девка, за ней парень, бегом увидели, такие, о, хорошо, что мы это... его нашли, ну вот что-то вот такое. Я, конечно, немецкий так не знаю, их язык, я не понял, что они говорили, но было похоже, что они очень испугались, выдохнули такие. В общем, это был настоящий кошелек с деньгами, его открыли, сразу начали смотреть, там все, типа, все на месте, не все на месте. Ну, вот так вот. Из карманов реально выпадают, там, когда вот в шортах, так, оп, и выпал, например, кошелек. Так что реально, будьте осторожны. И хорошо, что это случилось где-то в таком месте, где очень мало людей. Иначе бы это закончилось плохо, иначе бы они его точно не нашли, если бы это было в центре, не знаю, Рима, Милана или, не знаю, Парижа. Ну и, конечно же, никакое путешествие не обходится без тестирования карусели на детской площадке. Но это самая живописная карусель из тех, которые я видел. Только в путешествии можно в полной мере заглянуть внутрь себя и почувствовать, все ли мы делаем правильно, впитать энергию места и узнать для себя массу нового.
Но, к сожалению, потом объявили штурмовое предупреждение. Погода сильно ухудшилась, и нам пришлось срочно покидать эти места. Жуткие пробки на дорогах, затопленные тоннели, масса аварий. А утром еще светило солнце, и все было класс. Проведя в таком ритме около 4 часов за рулем, мы почувствовали всю мощь обрушившейся на эти прекрасные места непогоды. Испугались ли мы в тот момент? О да. Пожалели ли мы об этом? Нет, нисколько. Вернемся ли мы снова туда? 100% да. Серьезный удар стихия нанесла под Ломбардией. Там последствия катаклизмов оказались куда мощнее и пугающие. Проливные дожди размыли грунт, оползни, дома. Озеро Кома, а заодно и горные речушки вышли из берегов. Именно в районе озера Комо самая тревожная ситуация. Не знаю. Друг в друга 4 машины, видимо, пытаются. Дождь начинал стихать по мере удаления от тех мест. Если понравилось, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, что понравилось, что не понравилось. Всем пока!